Моя история со Spirit началась еще до появления такого тега, как Team Spirit. Была такая команда Aspera, в которой я непосредственно был игроком. Там я как раз познакомился с Никитой, который сейчас SEO Team Spirit по сей день. Это было немножко волнительно, так как мне было, если я не ошибаюсь, 17 лет. Больше 11 лет назад. Вот первое впечатление он всегда вызывал у меня такой серьезный мужик, который... Хотя он всего лишь на год старше меня, не младше. Но казалось, что он на 5 лет старше меня, вот так. Удивил своей простотой. То есть впечатление первое у меня было, что он очень серьезный такой, но по ходу общения за несколько месяцев я понял, что этот человек был для меня... как свой в доску пацан. Вот. Потому что мы были полностью противоположности. Он был прагматичным, и, в принципе, у него было мнение по каждому вопросу. Скорее, у меня был юношеский максимализм, розовые очки, и споры были, но они были постоянно. И мне это всегда доставляло большое удовольствие. С ним пообщаться просто. Даже, обычно споры, они приводят к чему-то категоричному, люди обычно, такие в штыки воспринимают. Но с Никитой у меня было так, что вот у него было свое мнение, у меня было свое мнение, и мы это как дискуссия без штыков, скажем так. И он меня много чему научил. Я помню, я первый раз, когда приехал, он мне помог арендовать квартиру, когда я еще играл в составе Team Spirit. И, конечно же, очень многому научил в быту, потому что я был обычным дотером, который просто любил играть в комп, кушать и не убирать за собой. Он мне привил много хороших качеств, которые в будущем мне очень сильно помогли, за что ему безмерно благодарен. Он мне помог стать более ответственным, причем во всех вопросах, связанных не только с бытом, но и снова же с моими целями по жизни. Он умел меня мотивировать, скажем так. Очень ярко я помню, я играл тогда за Team Spirit, это было перед квалификациями на The International, в которой мы прошли в финал и проиграли. И я играл тогда с БЗЗ, с Ванскором, с ФНГ и с ДК Фобосом. Было такое нелегкое решение принято, что я в силу того, что безответственный, меня хотели убрать. Никита приехал ко мне домой, и он мне рассказал эту новость. То есть он долго подводил к этому. Видно было, что ему не сильно комфортно было говорить это, но те слова, кстати, очень сильно повлияли на меня. И в будущем лучшие свои результаты в данной дисциплине у меня были как раз-таки после разговора с ним. Когда я первый раз уходил со Spirit, это было, конечно же, болезненно для меня. Есть много вещей, о которых я жалею на тот момент. Я думаю, что Никита тоже знает, какие были ошибки сделаны. У нас тогда ушел из команды, точнее был кикнут Василий Шишкин, Afterlife, и Рамзес Рома. Мне кажется, что это была ошибкой, но я тогда снова же был неопытен. Так же, как, я думаю, и Никита. Не знаю, как Никита сейчас воспринимает, но я спустя больше 5 лет понимаю, что это была явная ошибка. Сейчас я уже с юмором к этому отношусь, но тогда я отнесся очень болезненно и долго переживал по этому поводу. Я даже помню последнюю джерси Team Spirit, она такая черная была. Мы были на лане на Виплее, если я не ошибаюсь. Это был последний турнир. Мы взяли тогда Илидана, и я не помню еще, кто у нас был, Фаник, если я не ошибаюсь. Такой составчик. Такие смешанные эмоции, потому что, если сейчас взять, я понимаю, что я тогда ошибся. Но сама организация Team Spirit тоже тогда ошиблась. Это было предсказуемо, скажем так. Результатов не было, мы поменяли состав после мажора, результатов не было, и, соответственно, что-то надо менять. Карта выпала на меня. Я не знаю, что чувствовал тогда Никита, я и не пытался, если честно, тогда понять его. И снова же, обид я тоже никаких не держал. Никита сказал, что ему было крайне тяжело давалось решение кикнуть меня, но я помню этот состав,
с ФНГ, с ДК Фобосом, и ЛТВ у нас был, и Бивер, если я не ошибаюсь. Вот такой у нас был составчик. Мы играли квалификации. Я тянул одеяло на себя. У меня было такое вот некое свое представление о том, как надо играть в доту, потому что я любил очень быстро играть, а у меня были игроки, которые любили идти, делать все прагматично, так, как задумался план. А я был такой круть-верть. Мне всегда надо было что-то придумать, что-то изощрить, сделать игру интереснее, показать себя, не знаю. У меня всегда было такое, что я пытался сиять, скажем так. И это не всегда удачно получалось, и Никита, как человек, который хорошо разбирался на тот момент в психологии, видел, что я просто не подхожу под майндсет игроков. Я сказал бы, что кик-то был не из-за того, что я лоу-скилл, а скорее, что у нас разнилось мнение по поводу игры, причем со всеми игроками. Потому что мы только взяли ЛТВ тогда, и тоже по чуть-чуть все шло, и квалификации мы тогда обидные проиграли. Мы просто не стакнулись. Такое бывает, и поэтому у меня второе расставание, оно было не особо тяжелым. После этого кика я поучаствовал на The International. Я считаю, что именно в тот момент, после общения с ним, когда произошел непосредственно кик. Я, кстати, расскажу такой забавный факт. Они меня кикнули, но при этом Никита мне позволил остаться на буткемпе, и я еще где-то больше месяца играл с буткемпа Team Spirit на тот момент. Вот настолько мы хорошо общались. Вот так. Я играл за команду Гамбит, меня тогда Булк позвал играть, но у нас тоже не срослось, и после этого я сделал состав Windstrike. На тот момент это был Fly to Moon. Вместе с легендарным, не побоюсь этого слова, Айратом, Сайлентом, который впоследствии стал двукратным чемпионом TI, с чем я его безумно поздравляю. Всегда очень нравилось играть с Айратом, потому что он был спокойным, прагматичным, холоднокровным, а я наоборот был. И он меня замедлял где-то, остужал, скажем так. Я бы сказал, что это второй человек после Никиты, который мне очень-очень много дал в Dota 2. Спириты — это как семья, скажем так. Потому что для меня, как я уже сказал, как и Руслана, как и Никита, это старший брат, старшая сестра. Очень-очень много привили мне качеств вне доты. Руслана мне как-то посоветовала, до сих пор помню книжку Докинза «Эгоистичный ген», которую я периодически даже перечитываю, чтобы посмотреть, как мое мировоззрение меняется. Руслана очень много мне тоже помогла и привила, когда мы летали в Лиму, в Перу мы летели, а после этого мы поехали на Мачу-Пикчу, одно из чудес света. Но я с теплотой ее вспоминаю, потому что мы там были на острове Исла-де-Муэрто. Много различных таких моментов, которые, не знаю, тяжело будет какие-то те диалоги вспомнить, но вайб я тут помню, и он был очень-очень крутым. И только благодаря ним, я как раз и посмотрел под другим углом на все, что я делаю, все, что происходит вокруг меня. Они очень сильно мне помогли, конечно же, в этом направлении. И, скорее всего, это и стало предвестником тем, что Dota, она мне стала менее интересной. Потому что ИРЛ все-таки сейчас, на данный момент, для меня намного интереснее, чем жить в компьютере, скажем так. Условно, в детстве я занимался спортом и компьютером мало интересовался. То есть единственная игра, которая меня действительно заинтересовала, это Dota. Следующие 5 лет после того, как я познакомился с Dota, я из нее не вылезал. И я уже забыл, что такое внешний мир. Никита и Руся, они мне помогли вспомнить, что такое ИРЛ. И после этого момента я как-то больше ушел, начал постепенно уходить снова в ИРЛ, скажем так. Роль Русланы в команде Team Spirit, я считаю, значительная, потому что она еще выступает как психолог, потому что она старше, чем, скорее всего, все игроки, которые приходили. И в этом плане она могла помочь, знаешь, когда ты зажат, закрепощен где-то, она могла тебя раскрепостить, привить тебе или придать уверенности,
постоянно мотивировала, какой-то спорт заниматься. Вот просто пыталась всегда сделать так, чтобы мы показали свой максимум. Я помню буткемп, на котором даже мы зал это делали. Ну, спорт — это неотъемлемая часть киберспорта, я считаю. И люди, если посмотреть сейчас на киберспортсменов будущего, то видно, что там все сторис делают с зала, Амар the Fucker, там. Не знаю, как, конечно, игроки сейчас Team Spirit и как Руся сейчас влияет на игроков, но я считаю, что спорт, он неотъемлемая часть киберспорта. Как минимум для здоровья. Я считаю Айрата, да, самым лучшим тренером. Ну и по результатам это видно. Я помню моменты, когда Team Spirit только создались, я имею в виду тот самый легендарный состав, с которым они выиграли 2 International. Я помню первые игры, когда они только стартанули, я видел, какой прогресс они делают. То есть они прогрессировали очень-очень страшно. Я помню тот самый финал квалификации, когда они у Team Empire с Киитакой, они выгрызли эту победу 3-2, и я тогда сидел в студии аналитики и пророчил, что эта команда может очень-очень далеко зайти, после чего они выиграли за International. Ну, этого я точно не ожидал, но снова же, все к этому шло, скажем так. И я видел, что майндсет Айрата точно присутствовал в игре, так как я с ним играл очень много в команде. И снова же, я с Айратом на The International ездил. Я видел в игре, прослеживал, точнее, вот такие моментики, где видно было, что конкретно Айрат очень хорошо постарался. Я понял, когда Team Spirit могут выиграть за International. Если честно, это когда они 2-0 начали выигрывать. Вот после того я наконец-то поверил, что они сейчас могут забрать за International. Я помню, сидел на этом Попстомбе. Все остальные дни я стримил, когда они там против Пупехи рубились. Они должны были проиграть тогда тот матч, но они каким-то чудом выиграли. И даже то чудо я все равно не воспринимал как то, что они могут выиграть за International. И они все равно его выиграли. И поверил я вот сразу после 2-0. И как только я поверил, они сразу 2-2. У меня такое... Я до сих пор помню эти чувства, эмоции, как будто я меточник, знаешь. Только начинаешь в кого-то верить, они тут же начинают проигрывать. Парадоксально. Я испытал радость, гордость за Никиту, который очень-очень долго к этому шел. Большую часть наших диалогов мы провели в машине, когда он там меня забирал, или мы куда-то ехали, потому что он меня всегда там подвозил. Но вот тогда мы очень часто общались по поводу того, что вот он хотел очень сильно Корбана. И, я причинно-следственные связи сопоставил. Они взяли Корбана, Корбан взял Айрата. Я не знаю, конечно, внутренней кухни. И снова же, буквально за полгода они сделали состав, который выиграл The International. На тот момент казалось, что LGD — это непобедимая сила, с которой невозможно было соперничать. Просто потому, что они вихрем проходились по всем. Но пришли андердоги, темная лошадка, которая просто... я даже не знаю, какие эмоции. Я тогда очень сильно напился, я помню. И, по-моему, даже писал что-то Никите. Вот. Я лично даже не заслуги игроков, я больше Никиту ставил как победителя за International. То есть вот в таком ключе я думал. Я был безмерно счастлив. И Русю видеть, когда она на сцене была, я тоже помню все эти моменты. Видел, какую огромную работу они проделали и какой результат по итогу получился. Суперсила в том, что он умеет легко отпустить какой-то вот момент, факап, который произошел, возможно. Он понимает, что жизнь идет дальше, продолжается, и он не заставился на одном месте. Он всегда... И еще у него есть такая целенаправленность или целеустремленность скорее. То есть он очень-очень давно и долго, кропотливо хотел заполучить Корбана, и он его заполучил. То есть эта мысль его преследовала там, может, может даже больше года, и он ее никогда не отпускал. То есть он всегда держал эту мысль под контролем и всегда пытался с ним договориться в тот момент. И он понимал, что конкретно, когда мы с ним общались, он не мог заполучить Корбана, но время пришло, и он добился своих.
цели, целеустремленность. Ну и, конечно же, он легко мог отпустить какие-то ошибки, списать их на что-то. Вот, и мне кажется, это его сильная сторона. В том, что он, во-первых, очень был погружен в составы. Неважно какие, КС, Дота, ну, на тот момент Дота. Он был максимально интегрирован. То есть он как SEO выступал, но казалось иногда, что он как менеджер, как нянька, ну, все мог сделать. Вот такой вот человек Никита. По поводу Димы. Я ж с ним никогда не работал, но одно время мне казалось, у него было такое ТГ, в которых он инсайдики кидал. Мне это не сильно нравилось, думал, ну, типа, похайпиться и так далее. Со временем я понял, что, ну, есть же влоги, были влоги. Он работал с Ростиком ФНом. Вот я смотрел, как он работает, как он взаимодействует с игроками. Я знаю, вот были Чапи, был такой игрок тоже, такой неоднозначный, скажем так, в психологическом плане человек, и даже к нему он нашел подход. И вот я понял, кто такой Корбан, вот посмотрев огромное количество различных буткемпов, он всегда пытался найти ключик, подход к каждому игроку. И мне кажется, это его сильная сторона. Но, а так в жизни мы с ним виделись, конечно же, общались. Ну, довольно приятный человек в жизни. Был турнир, на котором нас всех разделили по комнатам, по два человека на тот момент жило сокомандника. И снова же Никита, даже вот тогда, будучи SEO, он все равно ездил с нами на турниры, и он жил с Габлаком в одной комнате. И вот один Габлак хотел... Там, по-моему, он хотел, чтобы было тепло в комнате, а Никита хотел, чтобы было холодно. И вот Никита, каким бы он не был серьезным, прагматичным, ну и с точки зрения работы, по отношению вот, взаимодействия с любыми игроками, неважно, со мной, либо с кем бы то ни было, он всегда проявлял дружеские отношения. И вот я помню, как они начали то ли обливаться газировкой какой-то на этом фоне. Ну, вот это я запомнил очень хорошо, и это у меня никогда не уйдет из головы, потому что, ну, я помню, как они спорили, это было очень смешно. Я тогда еще был таким мелким, хотя Никита, снова же, как я уже повторил неоднократно, что он всего на год меня старше, а Артур Габлак тогда был уже, ну, довольно-таки возрастным игроком. Но все равно вот этот вайб я никогда не забуду. Вот эти споры какие-то, потому что Габлак тоже был такой человек, который любит поспорить. Вот. И они тоже с Никитой очень часто спорили. И когда я был, знаешь, третьим лицом, когда я сам не участвовал в споре, вот со стороны это всегда было очень смешно наблюдать. Что мне дало время как человеку за время проведения в Team Spirit? Мудрость, огромное количество ошибок, которые я сделал в Team Spirit. И, как мне говорил однажды Никита, лучше извинения, вот у меня была привычка такое, извиниться просто. И он говорил, лучшее извинение — это больше никогда так не делать. Это я тоже запомнил так хорошо и отчетливо. И вот я старался не наступать на одни и те же грабли. Ну и, конечно же, в совокупности с бытовым идиотизмом, которого у меня было присуще на тот момент. Сейчас же, ну, во многом Team Spirit — это организация, которая дала мне толчок к развитию, саморазвитию, не только в доте, а вне доты. Потому что, как я уже упоминал ранее, Руся мне очень часто помогала, там, банально даже с книжками. С Никитой мы просто постоянно обсуждали, что приводило к огромному количеству умозаключений, которые, ну, я даже иногда вспоминаю даже сейчас, спустя, ну, практически 10 лет. Spirit — это та организация, которая дала мне не только базу, а, в принципе, раскрыла меня и мой потенциал. Каким я вижу Team Spirit в следующие 10 лет? Тут, конечно, ну, знаешь, очень тяжело, потому что технологии тоже очень-очень быстро сейчас в геометрической прогрессии они прогрессируют. Искренне буду болеть за этот тег, так как уже говорил, они мне очень много дали, и, ну, я уже не имею права за какой-то другой тег болеть. Надеюсь, что она будет связана
или будет около киберспорта все равно, потому что это уже неотъемлемая часть моей жизни, так же, как и спорт. Вот первый промежуток своей жизни я провел в спорте, второй промежуток своей жизни я провел в киберспорте. И надеюсь, что все так и останется, и я буду грамотно совмещать и то, и другое, и всегда находиться, может, даже не в эпицентре, но хотя бы рядышком. Просто потому что мне это доставляет удовольствие, мне нравится Dota, ну и не только Dota, в целом киберспорт. Это все-таки очень-очень-очень похоже на спорт, но просто под другим ракурсом. Я искренне надеюсь, что моя жизнь будет всегда сопутствовать именно вот эти две вещи — спорт и киберспорт.